Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, уже через месяц небольшим, в начале октября откроется регистрация на участие в DV Lottery 2023. Несмотря на все сплетни и слухи, лотерея, конечно же, состоится. И в этом видео поговорим о том, стоит ли в ней участвовать с учетом всех сложностей и проблем, с которыми столкнулись предыдущая лотерея DV 2020, DV 2021 и, скорее всего, столкнется DV 2022. И можно ли, а главное, стоит ли подавать заявку на DV 2023 тем, кто уже выиграл в предыдущих лотереях, но все еще ожидают приглашения на интервью, которое может и не состояться из-за отвратительной работы консульского центра Кентукки и посольств США в разных странах. Итак, поехали! Ежегодно правительство США выделяет квоту в 55 тысяч виз для программы разнообразия, то есть на лотерею Green Card, как принято ее называть. Несмотря на то, что шанс выиграть очень небольшой и статистически составляет менее 1%, участие в лотерее принимают более 10 миллионов человек практически со всех стран мира. И десятки тысяч счастливчиков, а если быть более точными, то около 100 тысяч кейсов, ежегодно отбираются для дальнейшего прохождения этапа получения миграционной визы. Отбирают значительно больше кандидатов из-за того, что до конца доходят не все, и на то есть множество причин. Значительное количество победителей отсеивается на первом этапе, допустив грубые ошибки при заполнении анкеты на участие или формы DS-260 после победы. Это самый глупый способ потерять свой шанс на получение миграционной визы в США. Так что при заполнении заявки на участие и прохождении всех последующих этапов будьте внимательны. Следуйте нашим инструкциям, которые мы создали специально для вас, и с которыми вы сможете заполнить все правильно и без ошибок, причем абсолютно бесплатно, не прибегая к помощи посредников, которые нередко оказываются мошенниками. Ссылки на видеоинструкции сейчас появятся вот здесь и в описании под видео. Еще часть победителей отсеивается по причине того, что они передумали эмигрировать по разным причинам. Например, у кого-то за время ожидания результатов изменилась жизненная ситуация, и эмиграция потеряла смысл или необходимость. Это еще можно понять, но многие участники заполняют анкету просто за компанию с друзьями или на всякий случай предварительно, даже не думая о том, готовы ли вообще эмигрировать, есть ли у них для этого средства, силы и желания. Таких людей мы осуждаем, ведь выигрывают далеко не все, подавшие заявку. И несмотря на то, что это именно лотерея, все равно чей-то шанс они забирают или как минимум уменьшают. А потому, если вы не уверены, нужна ли вам грин-карта, прежде чем заполнять анкету, тщательно подумайте. Ну и последняя в обычные годы причина, по которой отсеивается еще часть победителей – виз, как я уже сказала, всего 55 тысяч, а потенциальных претендентов на их получение больше. Поэтому визы в основном выдаются в порядке очереди, и эта очередь зависит от вашего case number, который вам рандомно присвоила программа в момент отбора вашей заявки среди миллионов других. Более подробные ответы на вопросы о шансах получения приглашения на интервью с большим номером кейса и о том, какие анкеты нужно заполнять, какие документы собирать, как подготовиться к медосмотру и самому интервью, какой суммой денег нужно располагать, чтобы консул одобрил визу и множество других вопросов я уже рассказывала в других видео, которые собраны в удобные плейлисты, а еще ссылки на большинство из них доступны в описании под каждым видео. Кроме того, в ближайшее время мы выпустим еще более подробные видеоинструкции и ответим на многие интересующие всех вопросы. Так что подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и обязательно подключайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Наш канал однозначно лучший и самый активный в русскоязычном сегменте YouTube на тему лотерея Green Card, так что вы в надежных руках. Все эти причины, по которым некоторые люди не получали свои визы даже после победы в лотерее, происходили каждый год и практически никак не влияли на тех, кто внимательно заполнил все анкеты, вовремя их отправил и в целом действительно хотел эмигрировать. Исключение составляли только большекейсники, чьи номера действительно были очень высокими, но даже и им довольно часто визы все равно доставались. Все изменилось во время обработки лотереи DV 2020, когда во время пандемии коронавируса Трамп выпустил прокламацию запрет на выдачу виз. Посольства США во многих странах позакрывались, как и границы многих государств. А миграция в США, как и возможность туда попасть по другим категориям виз, практически заморозилась и не разморозилась до сих пор. Несмотря на то, что уже и обработка следующей лотереи DV 2021 подходит к концу, и на носу начала обработки DV 2022, большинство проблем до сих пор не решилось. Миграционные адвокаты вместе с десятками тысяч победителей подали судебные иски и вместе с журналистами и СМИ давят на Госдеп, тем самым добиваясь отмен прокламации хоть каких-то сдвигов в начале восстановления работы посольств.
Но все происходит настолько медленно, что все эти проблемы скорее всего перейдут и на DV 2022, а это значит, что бэклог невыданных виз будет только расти. И какие шансы на то, что вы получите визу даже с небольшим кейсом, сказать просто невозможно. И решатся ли все эти проблемы до начала обработки DV 2023, тоже сказать сложно. А значит, и все будущие лотереи потенциально находятся в таком же незавидном положении, как текущие. Мы, как победители DV 2021 и участники судебного иска, на собственном примере можем сказать, что морально это очень тяжело вот так зависнуть в ожидании, настроив кучу планов, параллельно отложив другие планы на неопределенное время. Поэтому принимать ли участие в лотерее DV 2023 решать только вам. Возможно, все проблемы к тому времени уже решатся, а возможно, вам, как и нам, в случае победы предстоит ждать, нервничать и переживать, вступать в судебные иски, надеяться на чудо и так далее. Но, конечно, несмотря на все это, я уверена, что пускай не сразу, но судебные процессы будут выиграны, резервы виз выдадут, и в итоге мы все получим желаемое, а значит, все это будет не зря. Ну и, конечно, если вы ранее победили в лотерее DV 2020, DV 2021 или даже в DV 2022 и уверены на 100%, что хотите эмигрировать, подавать заявку на участие на DV 2023 однозначно стоит. Никто не знает, когда будут решения по судам и когда начнут раздавать резерв виз по DV 2020, не говоря уже про DV 2021. Никто не знает, откроются ли неработающие посольства во время обработки DV 2022 и что вообще будет дальше. Возможно, ситуация улучшится только через год, и, например, DV 2023 уже будет обрабатываться без проблем и задержек. И в таком случае при выигрыше получить визу вы сможете даже быстрее и с большей вероятностью, чем, например, ожидая решения суда по выдаче резерва. На нашем канале есть много победителей лотереи DV 2020, DV 2021, а с недавних пор и DV 2022. Так что в комментариях под каждым видео вы можете найти единомышленников, победителей со своей страны, а может и города, и, конечно, найти ответы на многие интересующие вас вопросы. В этом видео предлагаю написать в комментариях о том, будете ли вы участвовать в новой лотерее. Если да, то сколько раз участвовали до этого, или может это ваш первый раз? Откуда узнали про лотерею? Или вы победитель прошлогодних лотерей, а визу до сих пор не получили? В общем, делитесь полезной информацией со всеми остальными. Такая статистика очень полезна, интересна и важна для многих. Мы обязательно сообщим, когда откроется регистрация. Предварительно, как я и говорила в начале видео, это случится в начале октября, но более точные даты будут чуть позже. Следите за обновлениями на нашем канале, и вы всегда будете оставаться в курсе событий всех самых важных новостей на тему лотереи Green Card. А с нашими подробными видеоинструкциями сможете заполнить все анкеты и правильно собрать документы без особого труда, не прибегая к дорогостоящей помощи посредников. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.